Всем привет! Почему часто включается насосная станция? Давайте сначала разберем дефект. Включаем. И это при легком откручивании крана, у нас минимально уходит количество воды, станция моментально включается, хотя есть ресивер. Почему же так происходит? Основные причины. Идем от меньшего к большему. Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие воздуха в самом ресивере. Вот эта штука называется ресивер. Воздух закачивается через задний золотник. Вот. Это как на велосипеде или на автомобиле. Ничего сложного здесь нету. Давление должно составлять от 2 до 2,5 атмосфер. Вы первым делом должны проверить наличие воздуха, если у вас воздух непосредственно в железном ресивере. Как это сделать? Можно взять с помощью отверточки или пальца. Вот внутри, вот здесь есть штырь, который мы упираем и слушаем, есть воздух или нет. В нашем случае воздуха нет. Дефект найден. Но давайте я вам уже расскажу, почему это происходит и какие могут быть причины этого всего. Одна из причин, как у нас в ресивере отсутствует воздух. Из-за этого резиновая груша полностью заполняется водой и нету давления на грушу. Из-за этого она постоянно и включается, станция имеется в виду. Второе, когда вы нажали на штырь золотника и у вас оттуда полилась вода, скорее всего у вас пробита либо разорвана внутренняя груша, мембрана резиновая, в которой находится вода. И вода поступает непосредственно в сам металлический корпус, в сам ресивер. И если вода выходит через золотник, значит вам необходимо будет заменить грушу. Если с ресивером все в порядке и у вас есть давление воздуха, нету вытекания воды из груш через золотник, следующее, что мы делаем, смотрим на манометр. Манометр должен у вас показывать определенное давление. Вот станция включилась, накачалась, показала, допустим, давление там 3,5 атмосферы. Вот он, манометр. Если у вас после остановки насоса происходит падение давления, и при этом выключены все краны, и нету нигде утечек воды в доме, вероятность 99%, что у вас обратный клапан, который находится, вот труба пошла туда в скважину, на конце вот этого шланга, вот на конце вот этот шланг, на конце находится обратный клапан. И скорее всего, если у вас манометр давления теряет, скорее всего у вас происходит утечка воды через него. Почему? Ну, учитывая качество клапанов, в среднем это 1-2 года, и они могут начинать пропускать обратно воду. То есть они теряют, вот здесь падает давление, и вся вода уходит обратно в скважину. Если вы посмотрели на стрелки манометра, и у вас давление падает, то тогда к замене клапана. Чтобы на 100% удостовериться в этом дефекте, накачайте станцию, придите, посмотрите, там через час. Если дефект неявно проявляется, через час придите, через 2 и посмотрите на давление, при этом не включая воду нигде. Если давление у вас в норме, и все отлично, и все держит, и воздух есть, и нету выхода воды через золотник, остается последний вариант. Это реле давления. Вот оно. У него структура достаточно простая, и сейчас я вам это покажу. Обычно реле давления откручивается очень просто, с помощью одной гайки. Оно закреплено непосредственно на корпусе. Откручиваем ее. Вот наше реле давления. Здесь находится 2 подпружиненных винта.
больший и непосредственно меньший. Для того, чтобы производить работу с реле давления, необходимо отключить насосную станцию от сети питания. Потому что здесь находится напряжение, и это может быть опасно для вашей жизни. Имейте в виду. Первый винт с большей пружиной регулирует порог включения насосной станции. Что это значит? Это значит, при каком давлении у вас будет включаться станция при нижнем пороге. То есть там 1 атмосфера, там 1,5-2 атмосферы. Вы выставляете вот этим винтом непосредственно нижний порог, то есть когда она включается. Нижний же маленький винт с маленькой пружинкой, он отвечает непосредственно за разницу давлений. То есть, допустим, вы верхним винтом выставили там включение 2 атмосферы, и когда вы подкручиваете этот винт, вы увеличиваете разницу давления, когда он отключится. То есть это может быть порядка там. Вот вы подкрутили, у вас 2,5 атмосферы, отключается насосная станция. Еще подкрутили, зажали винт, придавили пружину, у вас 3 атмосферы. Еще придавили 3,5. Все достаточно просто. Ну и крайний дефект, у вас может быть механическое повреждение в этом модуле реле давления. Это уже последняя причина, на что это все может влиять. По скриптум. В моем случае, если нету давления воздуха в ресивере и после накачивания, вы должны прислушиваться непосредственно к шипению воздуха где-то из ресивера. И если вы такового не слышите, метод достаточно прост, как это все выявить. Вам необходимо просто открутить 1, 2 и с той стороны 3 гайки и болты. Отключить насосную станцию, можно на что-то подставить ее, снять ресивер, накачать необходимое давление воздуха. И это все в ванной проверить, где у вас травит воздух. И принять решение, либо имеет смысл ремонта ресивера, либо непосредственно его замена. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Всем удачи, пока.